этого хватит им на 20 дней. А Китай 200 дней может жить. Поэтому он совершенно спокойно может Трампу сказать: воюй. Ему осталось 2 дня, чтобы дойти до Кубы. А это он сейчас должен, по идее, уже упереться в американский флот. Его должны останавливать. Они же объявили блокаду. Это будет совсем другой уровень противостояния. И, в общем, это может быть просто-напросто введение в заблуждение. То есть спецназ высадится в Исфагане, а там вообще ничего нет. Всем привет! Вы снова на канале Ширяев и Ширяев. Здесь я, журналист Евгений Ширяев, и мой отец, военный обозреватель Валерий Ширяев. Мы обсуждаем последние события. Здравствуйте, рад всех приветствовать. Сегодня у нас из международных тем понятно какая. В мире происходит самое главное событие – это война с Ираном. А на фронте началось некое оживление российско-украинского конфликта, которое связывают с потеплением, с весной, с просыханием грунта и так далее. За минувшую неделю российские военные заняли несколько населенных пунктов на фронте. В ДНР это Федоровка 2, Павловка и Никифоровка. В Сумской области населенный пункт Потаповка, а также Песчаная в Харьковской области. Такие вот сводки. Относительно Потаповки можно сделать замечание, что мы движемся сейчас к определенной дате, если так можно сказать, событию. 2 года назад примерно в недрах Генерального штаба России началась работа, движение, все стали готовиться к наступлению с севера. Потому что Путин вместе с своим окружением выдвинули идею организации буферной зоны. И вот тогда, 2 года назад, в мае, уже в начале мая началось наступление на Волчанск. И с тех пор там так все и осталось. Потом туда добавилась еще зона в Сумской области между Суджей и Юнаковкой. А так мы видим, как сейчас мы замечаем, по одному селу потихонечку группа «Север» то там где-то на границе занимает. И это мы видим такие зачатки, возможно, буферной зон в дальнейшем. То есть она не реализована совсем. Почему? Хотя сама длина границы свободной, на которую можно зайти, действовать активно, мало очень украинских войск, она составляет около 500 километров. То есть, казалось бы, заходи, все, действуй. На самом деле, эта зона буферная, они сейчас предлагают ее уже, не предлагают, а переименовали, ее называют зоной безопасности сейчас. Она на самом деле не реализована. Просто в силу того, что не хватает войск. И все. И больше ничего. То есть командование на решающих участках сосредотачивает все, что им необходимо, а на действия такие уже сил не хватает. То есть такого какого-то мощного кратного преимущества над украинской армией у вооруженных сил Российской Федерации нет. Так уж устроен механизм его пополнения. Если говорить о каких-то тенденциях, которые проявились на истекшей неделе, то в связи с просыханием почвы, уходом снега, возникло некое оживление действий российской армии практически по всему фронту. Кроме того, мы наблюдаем механизированные атаки, в частности в районе Лимана, достаточно приличными силами, до батальона. Мы не видим результатов этих атак. То есть количество в среднее такое занятых за неделю населенных пунктов резко не увеличилось. То есть я не могу сказать, что эти механизированные атаки вообще к чему-то привели. Просто отмечаю как факт, что они могут происходить только когда земля сухая. Пятая армия группировки войск Востока Запорожья встала. Вообще встала. То есть 3-ю неделю подряд все ресурсы, которые официально ведут сотрудники этой группировки, пишут одно и то же, что они стоят, идут вперед. На самом деле населенные пункты перечисляются одни и те же. Это если взять Верхняя Терса, там такой населенный пункт, и от него сверху вниз до юг провести линию, прямо на этой линии уже 3 недели стоят, все.
Но атакующие действия происходят. Они постоянно куда-то двигаются, 100 метров в сутки. Очень небольшая скорость. Иванаев, конечно, не перебросил все свои силы на ликвидацию этого слоеного пирога, который возник у него чуть ли не за спиной. Ситуация так вот характеризуется, с моей точки зрения. Вооруженные силы Украины не установили никакого уверенного контроля ни над чем. Но серая зона стала разрастаться резко за счет российской зоны уверенного контроля. То есть российская армия меньше контролирует на севере, а все больше и больше попадает в эту зону взаимного контроля, которая, в общем, такое там неустойчивое положение, и обе армии присутствуют своими войсками. Вот эта серая зона, она расползается в сторону российской армии. Это как раз и есть те самые квадратные километры, о захвате которых рассказывает украинская пропаганда. На самом деле это именно увеличение серой зоны. Но произошло оно за счет российской зоны уверенного контроля. И совершенно очевидно, что остановилась армия в связи с этим. То есть, все-таки промежуточную задачу Сырский выполнил. То есть, ему удалось притормозить наступление на Орехов. Притормозить. Сейчас будет апрель-май. Наступают совсем другие времена, период вегетации, зеленка, то есть деревья распустятся, проще будет и пехоте прятаться от дронов и так далее. В общем, короче говоря, изменится немножко ситуация, посмотрим, что будет. Но вот сейчас, в данный момент, я просто констатирую, что да, продвижение группировки войск Востока остановлено. Еще важное событие происходит в районе Северска, к западу от Северска. Усиливалось продвижение российских войск в сторону Рая-Александровки, а это направление на Славянск-Краматорск. Были заняты уже до этого Калиники, а вот сейчас ты сказал про Никифоровку. Так вот, от Никифоровки до Рая-Александровки уже 4 километра. Почему это такая И ведет наступление та самая группировка Юг, которая так лихо, быстро захватила тогда Северск, о чем мы все рассказывали. В общем, и весь мир не интересовался этим событием. А дело в том, что Рая-Александровка, как я уже говорил, достаточно крупное село, важное все, но не только из-за этого, а еще из-за того, что она стоит на водоразделе, то есть такой подъем местности, хребтом горным его, конечно, не назовешь, но тем не менее, от которого в обратную сторону, на запад, уходит, спускается местность в долину, в которой стоят и Славянск, и Краматорск. И как только человек заходит туда, в Рая-Александровск, на этот пик, у него открывается радиогоризонт, прямой радиосигнал для управления FPV-дронами вплоть до Славянска и Краматорска. Прям сразу в оба города. Это получается такой треугольник, у которого пиком является, не пиком, а вершиной является Рая-Александровка, и два луча расходятся в Славянск-Краматорск. Оба города можно уже обстреливать FPV-дронами уверенно, без потери сигнала. Сейчас нет, сейчас российские войска стоят перед ней, и радиосигнал затруднено его переваливание через этот хребет, через водораздел, так правильно будет говорить. Поскольку сказали уже сейчас, что у нас занята Никифоровка, да, от Никифоровки до Рая-Александровки 4 километра. Так вот, дальше, если будет занята Рая-Александровка, там и до Краматорска, и до Славянска, до каждого из городов, то есть 14 километров. 14 километров вниз с горы. Это очень важный пункт, поэтому за него сейчас развернутся прям отчаянные бои, потому что украинцы будут его держать до последнего. Ты с разной периодичностью рассказывал о том, что Россия наращивает количество дронов, которые могут нанести удары по Украине. Все время были такие фразы рекордное количество. С осени число не увеличилось, тогда было около 800 дронов, сейчас почти 1000 дронов. Да, но это, ты знаешь, удары-то были практически взаимные и одновременные. Украина нанесла очень мощный удар по России, а Россия по Украине. То есть, тут трудно сказать, кто кому в ответ что ударил. Но я так думаю, что все-таки это ответный удар Украины на удары по Ленинградской области, по Приморску. Этот удар был настолько распределенным. Очень много городов. А в Западной Украине
В Полтаве, в Харькове, в Запорожье, в Херсоне, в Киеве, Днепре, в Виннице, Львов, Ивано-Франковск и очень много других городов. Ну, основной целью стала электроэнергетика, хотя еще и завод «Звезда» в Шостке, сам очень известный советский завод, оборонный, химический. Электромотор, Запорожсталь, Мотор Сич и много другого. То есть, эта 1000, условно, там, она распределилась таким образом, что, в общем, этот тонкий слой по всей стране, она не может интерпретироваться какой-то мощный удар по какому-то одной цели. Хотя считается, что основная цель у нее были объекты электроэнергетики. На самом деле были удары и помощнее. Вот, а Украина нанесла 23-25 удары очень выверенные, гораздо, может быть, они тоже очень большое количество, там далеко-далеко за 300 штук в Россию улетело, но большая их часть была направлена на север, в частности, в Ленинградскую область. Над Ленинградской областью только по официальным сообщениям Дрозденко, губернатора, сбито более 60 машин. Сбито. Это мы не считаем тех, которые достигли своих целей. Здесь есть интрига. Очень любопытный случай, и есть о чем порассуждать. 23 числа был нанесен удар по Приморску. Там возник местный пожар. Порт был остановлен, но через 1,5 дня уже возобновил отгрузку нефти. Через 1,5 дня. Это очень важно. И вот через сутки был нанесен удар по Усть-Луге. Это удар гораздо больше последствий имел. Я поговорил с местными жителями, и совершенно очевидно одно. В тот момент, когда из-за этой войны с Ираном, Трампа, на биржах цена нефти, в том числе Urals, взлетела до потолка, буквально очень сильно, может, еще больше взлетит, но уже сейчас очень сильно. Значит, критическое значение приобретает суточная отгрузка. Почему? Потому что эта война может оказаться недолгой. Ну, вдруг она вот заканчивается. Каждый день значим. Да, и вот сейчас прям, знаешь, как в сельском хозяйстве во время уборочной страды. Каждый день там собираются огромные миллионы тонн зерна. Сейчас вот каждый день. И именно в это время Украина немедленно, она понимает, что вот бюджет России сейчас начнет получать эти миллионы несусветные, знаешь, за эту премию военную в цене, и наносит удар по Приморску и Усть-Луге. Поэтому топ-секрет российского правительства, вообще правительства, является характер нанесенных повреждений. То есть, сколько на ремонт потратится, чтобы никто не понимал. Ну, слава богу, для российской экономики, для бюджета, они запустили очень быстро этот Приморск после атаки на него, после пожара. Но в Усть-Луге пожар был такой силы и так высоко поднялся, что этот топ-сик продержится недолго. Будет понятно, что порт остановлен или не остановлен, потому что отгрузка судов, отгрузка нефти на танкеры, она фиксируется во всех международных специальных трекинговых сервисах, которые отслеживают это. И также точно, когда будет все восстановлено и танкеры начнут загружаться и отходить, не скрыть это невозможно. Мы точно так же это увидим сразу же. Ну, не случайно, а так старались не афишировать власти этих стран. Но все три прибалтийские республики, и Литва, и Латвия, и Эстония, объявили, что на их территории упали дроны. Первоначально все возбудились, на Россию смотрели, так сказать, даже, дальше будет еще интереснее. И стало понятно, что в Эстонии дрон просто воткнулся в трубу электростанции местной вообще. Стало понятно, что это трасса пролета. Что украинские дроны летели в обход границы не через, как положено, там, через российскую территорию. Они двигались через территорию Прибалтики, вышли в Финский залив, и там короткое плечо повернули направо на 90 градусов, хлоп, несколько километров, и все. Это действительно было очень неожиданное нападение, поскольку вот был выбран такой маршрут по чужой территории. Прецедент. Такого вообще-то раньше не было. И дошло до того, что в среду
посла России вызвали, ну, не посла, а временного поверенного в делах в посольстве России в Латвии, вызвали в МИД Латвии и вручили ему ноту, протест, против упадения украинского дрона на территории Латвии. То есть полный раздрай. Никто не понимает, что делать, что думать по этому поводу. Какие меры предпринять. Ясно совершенно, что украинцы устроили себе трассу пролета. Но каким-то образом страны НАТО должны отреагировать, поскольку они Украину поддерживают. Ну вот да. такая чудная ситуация. Чтобы избежать санкций, наверное, каких-либо, потому что Прибалтика не является страной конфликта, а если она разрешает пролет, соответственно, она участница, да. И чтобы себя документально как-то... Да. Подчеркнуть свое неучастие, вот, имейте в виду. Это были русские. Да, мы здесь ни при чем. Но вот такая очень интересная ситуация сложилась. Будут ли они дальше, украинцы, вот этим коридором летать? Никто сказать не может сейчас. Значит, такие вещи делаются либо один раз, либо уже навсегда. И обе стороны конфликта используют, помимо дронов, крылатых ракет, авиабомбы. Поэтому наш подписчик задает такой вопрос. Вообще мы обычно отвечаем на вопросы подписчиков раз в неделю на Бусти, но вот решили сейчас прокомментировать. Вопрос. Почему израильские бомбы падают в метре друг от друга и все 4 взрываются под мостом, а российские летят с большим разбросом? Ну, вот здесь уже в самом вопросе есть либо лукавство такое, что человек не понимает, либо просто уже заложен ответ. И вопрос, на самом деле, очень интересный. Дело в том, что бомбометание, вот сама бомба, без органов управления, вот как булыжник ее сбросили, вот она летит, железяка сама по себе. Она подчиняется очень многим силам в полете. Это ее точность зависит и от высоты, с которой ее сбросили, и скорость самолета, который ее сбросил, тоже на разных скоростях разные разбросы. Очень много зависит от того, на какой высоте сбрасывают эту бомбу. Ну, то есть, в буквальном смысле слова, существует традиционная высота там, 6 километров, ну, около этого, на которую не достают зенитные противоракетные комплексы, которые с плеча стреляют. Стрела, Стингер, ну, все, уже не достают туда. И самолет летит и, ничего не опасаясь, скидывают это вот на мятежников, на афганских там, муджахедов всяких и так далее бомбы. Вот с такой высоты в Сирии сейчас, используя самые современные методы и самые современные прицелы, российские пилоты сбрасывали бомбы, точность была до 40 метров. Плохая точность. Но это не высокоточное оружие, это просто железяка. Ну, чугуний. У американцев то же самое. Во время Второй мировой войны точность колебалась от 100 до 400 метров, то есть бомба могла отклониться. Как выходили из положения? Раз такой точнее, бомбили немцев, ну, немцы такую же точно тактику применяли, да, бомбили немцев просто применяя огромное количество самолетов. Вот как в кино показывают, небо просто черное от самолетов, летят они в плотном строю и сбрасывают, и бомбят всю территорию. Уж куда-нибудь да попадут. Вот за счет просто числа, за счет статистики. Но есть другой способ бомбометания, когда самолет с небольшой скоростью пикирует еще вдобавок ко всему. И на пикирование прямо утыкается в точку, в которую сбрасывает бомбу строго по определенной траектории. Он знает, как залететь. И выходит из пикирования. Ну, в России это были пикирующие бомбардировщики. Там есть даже фильм такой замечательный, «Хроника пикирующих бомбардировщиков». Всем советую, кстати, посмотреть. Вообще просто шедевр советский. Я считаю, что самым интересным случаем, самым метким летчиком по части бомбометания был немецкий ас Ганс Рудель, который летал на штуке. Это Юнкерс-87, пикирующий бомбардировщик. Уникальная машина. У него была... Он в обратную сторону даже отклонялся, так сказать, при пикировании. И впервые были разработаны воздушные тормоза, которые его заставляли машину приостанавливаться в воздухе, чтобы не так быстро падать. И специальные приборы прицеливания были под это сделаны. И он умудрялся в пикировании как раз сбрасывать бомбы
на танки. То есть попадал в такой вот маленький предмет. Это не означает, что он их все прям уничтожал сразу. Но выводил из строя, по крайней мере, такими своими небольшими бомбами. И он вывел из строя более 500 советских танков. Более 500. А его рекорд по точности, он попал в открытый люк линкора «Марат». Линкор «Марат» был выведен в Финский залив перед Ленинградом во время блокады и исполнял функцию плавучей батареи зенитной. И вот он прямо в этот корабль, прямо в люк внутрь туда уложил бомбу весом 1 тонна. Книга его переведена на русский язык, всем советую почитать, производит большое впечатление. Сейчас то, что вы спрашиваете, вот, уважаемые читатели, самое главное, вы должны понимать, что израильские самолеты, как Ганс Рудель, сбрасывают бомбы даже неуправляемые, просто над головами у своих противников. У них нет никакой серьезной системы ПВО, которая бы им противостояла. Если они летят, вот бомбы в мост, можете быть уверены, они вполне могли сбросить эти бомбы на мост с высоты прямо там 10-этажного дома. Все. А на Украине это практически невозможно. Поэтому мы сейчас говорим и в Иране, кстати, в значительной степени, про управляемые бомбы. Почему они точно так и падают? Я рассказывал об этом, постоянно рассказываю, да, какая точность сейчас у авиабомб есть за счет того, что они управляются в полете. Вот это будущее бомбометания, именно управляемые бомбы. Ну, главная тема всех новостей последних недель – это жители столицы теперь почувствовали на своей шкуре, каково это в других регионах страны, когда отключают мобильный интернет. Но сейчас вроде заработал интернет. А как сейчас на фронте обстоит дело за последние недели, что изменилось? Ну, на фронте блокировки никакой не было, но замедление было точно такое же, как и везде. И также точно не грузились там файлы, видео и так далее. И сейчас, когда все заработало у всех сразу, но очень много юмора, очень много об этом пишут, что, так сказать, доблестная, значит, российская армия, солдаты, офицеры отбились наконец-то все от бюрократии, так сказать, и заработали свое право, свой привычный инструмент в бою использовать. Очень интересно написал об этом один из асинтеров, картографов, который написал, что его попросили специально командование группировки войск, одной из группировок войск, там кое-что сделать на карте специально. Но он написал, но я об этом сообщаю не поэтому, а потому что они меня попросили в телеграм-канале, в чате телеграм. То есть даже группировка войск, командование высшее фактически, да, там 5 у нас их всего, все равно общается в телеграм-канале. Ну, в смысле, в чате телеграмма. И он и пишет об этом только с иронией, что, ну, вот прикол. Все докладывали о том, что Макс, значит, вводит срочно в армию, заставляли. И знаете, почему это произошло? Ну, потому что в Максе военные так и не появились. Вообще, несмотря ни на что. Ну, можем, наверное, сделать такой вывод, что и москвичи, и жители окопов на фронте приблизительно себя одинаково повели. Регулярно приходят сообщения с фронта из ВКС России о том, что время от времени сбивают самолеты, сбивают вертолеты. И эти трагические случаи, ну, их избежать практически невозможно. Но вертолеты ударные, их же постоянно используют прямо на линии фронта. Они вылетают, границу стараются не переходить, действуют над своей территорией, но, тем не менее, достаточно близко приближается. И существует специальная поисково-спасательная группа, значит, служба. Она тоже на вертолетах. Это такое специальное подразделение, которые сидят на низком старте все время и ждут сигнала. Когда летчик катапультировался или аварийно сел где-то, аварийно сел в вертолет, они немедленно снимаются и летят к ему, значит, на его радиомаяк, сразу его отыскивают и эвакуируют с поля боя фактически. Бывали случаи, когда эвакуировали из поля боя с территории противника. Вертолет делает вынужденную посадку или его сбивает. Он садится на свою территорию. И те же украинские операторы FPV-дронов, которые его сбили, причем сбивают уже и
дронами на оптическом волокне. Они же немедленно этих же летчиков, которые вылезают из машины, да, выпрыгивают, добивают тут же перед дронами. То есть никакая поисково-спасательная служба не успеет. Новая обстановка, новая ситуация, сроки, с которыми там нормативы, по которым она должна оказаться в точке катастрофы, в точке падения парашюта, например, да, они в разы меньше, чем те сущие секунды, которые нужны вражеским операторам, чтобы этих летчиков добить. И летчики прям гибнут сразу на месте. Но это говорит только о том, что до сих пор смелость и безрассудность, может быть, там командование, которое планирует такие полеты, доходит до того, что их ставят в рисковое положение летчиков. Ну и, конечно, эти все случаи должны послужить материалом к размышлению. Видимо, боевые задачи вертолетам надо ставить так, видимо, уже в глубине своей территории, они даже ракеты где-то пускать и так далее, близко к фронту не подлетать. Потому что никакая спасательная служба уже не работает. Месяц идет уже война с Ираном. США предлагают переговоры, Иран на уступки не идет и говорит, что может воевать долго. Ну, американцы выставили те самые требования, которые они и до войны выставляли, да, то есть отказ от ракет, от ядерного оружия, там все. Ну, а Иран, соответственно, требует со своей стороны полной компенсации нанесенного ущерба по деньгам. Вот, и еще и требует, чтобы Ормузский пролив признали за ним, за Ираном, как бы его уже полный контроль будет считаться как бы освященным международными правилами. Кроме того, там есть очень много неприемлемых вещей для американцев, но это вообще-то обычное дело, когда перед переговорами две стороны, продавец и покупатель, завышают и занижают максимально стоимость, значит, сделки, которая должна пройти где-то посередине. Потихоньку начнут отказываться от каких-то пунктов, их изменять, где-то должны сойтись. Есть там один пункт, который многим кажется прямо вот невыполнимым. Это возмещение ущерба, который Иран. На самом деле, вот, в современной практике финансирования это не такая уж прям затыка. То есть легко себе можно представить, что американцы, Европа, там все страны Персидского залива и Иран учредят некий там общий фонд, что-то вроде нового плана Маршалла для Ближнего Востока, внесут туда деньги и за счет торговли нефтью из Персидского залива начнут восстанавливать совместно все экономики, пострадавшие этих государств, но внутри сделают так, что Ирану достанется львиная доля. И он получать будет эти деньги не как, в общем, результат ультиматума, но как результат доброго согласия всех сторон на послевоенный период и так далее. И все это будет сделано очень так аккуратно. Вполне можно сделать так, чтобы никто не обижался и не понес политического ущерба. Да, и, конечно, гарантии безопасности – это такое слово, которое у нас у всех уже несколько лет на устах. Теперь оно и иранский контекст приобрело. Да, ну, мы знаем, что является как бы вожделенной целью США и Израиля. Самое главное, о чем они говорят там уже вот многими годами, да, это чтобы у Ирана не было атомной бомбы. Вот что хочешь, костьми ляг, но чтобы не было. Все хорошо, тут все зафиксировано. А Ирану-то что нужно? Вот он, какая его главная цель? Вот мое мнение такое. Главная стратегическая цель Ирана – пакт о ненападении. Он должен получить пакт о ненападении. Причем, где будет все прописано, что к нему претензий не имеет. Значит, для этого должны произойти две вещи. Вот этот контроль над Ормузским проливом, эффект, который он произвел, ну, блокада, свидетельствует о том, что это действительно атомная бомба по своим последствиям. Вот перекрытие. Единственным действительно настоящим инструментом Ирана, если у него не будет своей атомной бомбы, вот эта вот блокада является.
она как бы будет подпирать этот документ, что если вы мне не выполните этот договор, пакт о ненападении, вот вам будет еще одна блокада. И все, мало никому не покажется. В этом смысле у Ирана инструмент есть. Но чтобы для той страны, для Израиля и США, это была удобоваримая бумага, Иран должен будет пересмотреть свою внешнюю политику. Он должен будет в пакте о ненападении написать, что он не ставит своей задачей уничтожения государства Израиль. Все вот эти закидоны их, там, смерть Израиля, смерть США, это уличная риторика на митинге. А основа государства, вот ее именно основа, не будет, внешнеполитическая, не будет базироваться на идеологическом стремлении нанести поражение Израилю. Ради чего они, собственно говоря, иранцы такие деньги вколотили в шиитские военизированные организации по всему региону. Там Хизбалла, там, хуситы и так далее. Ну, понятно. Хотели нанести ущерб Израилю, что вот эта война должна прекратиться. Тогда и атомная бомба в руках Ирана не будет смотреться уже таким грозным оружием. Понимаешь, так сказать, наложит, наоборот, определенные обязательства и степень ответственности, значит, повысит иранского руководства. Кэролайн Левит объявила сейчас, что Трамп свой визит в Китай отложил до 15 мая. Может быть, это и есть та дата, к которой он хочет закончить эту войну. Может быть, это та дата, до которой должна закончиться быстрая, решительная военная операция на земле. А Китай вообще в этой всей истории очень в интересном положении, учитывая, что Китай, торгующий с Ираном, заранее заблаговременно обезопасил себя от всех перепадов цен на нефть. Да, Китай создал невероятные по размерам запасы сырой нефти. Он их запасал годами. Все удивлялись и смотрели, куда он строит столько хранилищ. Некоторые пальцем у виска крутили. И вот сейчас наступил этот кризис, и по старой цене еще Китай расходует эту нефть. Знаешь, сколько он может? 200 суток он может жить на своих запасах. 200. А вот все участники Международного энергетического агентства сейчас решили распечатать свои запасы максимально, которые у них есть, 400 миллионов баррелей. Это хватит им на 20 дней. А Китай 200 дней может жить. Поэтому он совершенно спокойно может Трампу сказать: воюй, давай, дружок, вперед. И будет нефть за $200 и так далее, будешь расплачиваться за это. Появились ли какие-то новые идеи по тому, как прервать эту блокаду, высадка или еще что-то? Ну да, во-первых, вот сразу скажу, вот это вот предложение о переговорах, оно, конечно, не может вызывать никакого доверия вот в иранском руководстве, потому что их 2 раза обманули. 2 раза были переговоры, и прямо во время переговоров началась бомбежка. Сейчас 3-й раз предлагают. И одновременно в это время с Дальнего Востока и из Сан-Диего, с калифорнийского побережья движутся 2 группы с десантными кораблями по 2000 с лишним морских пехотинцев на каждом, и к высадке готовится 82-я десантная дивизия. На самом деле там 5000 человек. Ну, не совсем дивизия, скорее как бригада она по численности. Так вот, у нее высадка и полная боеготовность на месте высадки сутки. И если подождать сейчас подхода группы из Сан-Диего, ну, через 10 дней где-то приблизительно, все вместе соберется, это будет примерно от 9 до 12 тысяч человек. Где высадка? У дивизии 82-го высадку в любом месте земного шара. Нет, я имею в виду, где собираются высадку-то делать, как ты считаешь? Что за планы? Значит, понятно, что в Персидский залив они зайти не могут. Значит, они должны зайти в какой-то порт на Красном море, оттуда по суше доехать до Персидского залива, подготовиться. Там должны быть подготовлены уже средства морского десантирования, вертолеты, все. И вот, значит, самое простое, вот,
очевидно, к чему сейчас готовятся, видимо, американцы. Все об этом. Это остров Хар самый, где 90% экспорта нефти иранская производит. Вот его захватить. В принципе, все газеты уже американские пишут, что решение принято, операция на земле неотвратима. По идее, потом можно торговаться. Я захватил твой остров, на который у тебя вот вся твоя нефтяная инфраструктура сосредоточена, и говорит, давай обменяемся. Я тебе возвращаю остров, а ты, значит, разблокируешь Персидский залив, сдаешься там и на моих условиях сдаешься. Но я думаю, это не сработает. Иран просто так говорю, вот он дела закусил. Для него это экзистенциальное сражение. А у американцев это какая-то там битва за океаном. Кроме того, помимо захвата острова Хар, остров Хар захватить американцы смогут, скорее всего. Еще раз повторяю, это задача посильная и не такая сложная. С потерями, скорее всего, с потерями. Да. Но, тем не менее, смогут. Значит, есть еще одна идея, которая обсуждается. Это высадка десанта, спецназа, уже совсем другого качества операция, которая должен высадиться где-то в глубине страны с тем, чтобы захватить вот этот запас делящегося урана, атомного, так сказать, топлива, да, из которого собираются произвести эту шиитскую атомную бомбу. Это совсем уж авантюрная затея, но в принципе попытаться можно. Для этого надо абсолютно точно знать, где она находится, вот, где этот запас хранится. Если он не разделен в одном месте, они его сосредоточили, если у них ума хватило на такой поступок, ну, допустим, Иран все в одном месте держит, предположим. Для этого надо точно знать. Тут, конечно, израильская разведка должна сработать, значит, указать прямо конкретно. Перед этим был такой эпизод. В июне месяце, когда налет был, бомбили Исфаган и в окрестностях Исфагана атомные объекты. После этого Иран многократно повторял, что у нас все завалено, все разбомбили, мы добраться там не можем туда, мы не знаем, что там находится под этими завалами. И вот сейчас, не так давно, прямо как бы под спутниками разведки, иранцы начали расчищать завалы во вход в это подземное производство под Исфаганом. Вроде бы как доставать атомную бомбу собираются, понимаешь? Так вот это сделано. И, в общем, это может быть просто-напросто введение в заблуждение. То есть спецназ высадится в Исфагане, а там вообще ничего нет. Где находится на самом деле вещество, да, этот уран? В каком месте? Недаром Путин, в общем, желая разрядить обстановку, предлагал в Россию вообще забрать. Для того, чтобы вот операция такая была успешной, высадки, еще есть и третий вариант – высадиться на побережье Ормузского пролива и отогнать иранские войска в сторону. Просто туда, куда-то за горы, так сказать, очистить побережье. Как можно высадиться на 1200 километрах? Ну, вот на узеньком вот этом участке, где только сам Ормузский пролив заворачивает в этой петельке. Вот высадиться там, захватить Бендер-Аббас, порт, который стоит, и, значит, вот так контроль устроить. Или высадиться на острове Ларак или еще где-то там. Тоже есть такая идея. Она не сработает, потому что она они не смогут предотвратить обстрел танкеров в любом случае, даже таким способом. Для того, чтобы десантная операция была и вообще в таких условиях рисковых успешной, много надо чего предусмотреть. О том, как большая страна, которая считает себя самой, так сказать, сильной в мире, может ошибиться, говорит, например, история знаменитой Дарданельской операции Черчилля. То есть в 15 году Черчилль, тот самый Уинстон Черчилль, значит, задумал, ну, не он один, конечно, английское командование флота, задумали, поскольку флот у Великобритании самый сильный в мире был в то время, огромное количество броненосцев, крейсеров, там все, зайти в проливы Босфор-Дарданелла, высадку сделать в местечке под названием Галлиполи, захватить побережье, потом оттуда, значит, пройти, захватить вообще все проливы и отдать их России. Русский флот мог бы проходить в Средиземное море и так далее. Ну, в общем, после этого, конечно, бы на грань гибели встала бы сразу вся, значит, Турецкая империя. Османская империя, в общем, и так быстро погибла в ближайшие 3 года на самом деле. Но вот был такой замысел.
И когда вот эти все броненосцы, крейсера ввели в проливы, они начали попадать на мины и гибнуть, причем быстро. А их выстрелы из этих огромных орудий, там все, не приносили почему-то противнику серьезного такого ущерба. Почему так произошло? Выяснилось, что немецкие военные советники турецким своим союзникам быстро объяснили, где мины ставить, как укрепления строить. То есть Турция оказалась намного лучше подготовлена к высадке, чем высокомерно так думали англичане. Это была разгромная операция, катастрофа для Англии. Они, в конце концов, убрались оттуда с позором. Так что бывают в истории случаи, когда очень мощный флот и очень мощная армия проигрывают заведомо вроде бы слабому противнику. На прошлой неделе говорили об украинцах, об украинских дальнобойных специалистах и о том, что они свои дроны-перехватчики туда отправили, в театр военных действий иранский. Какие там у них успехи? Новости, да. Ты знаешь, появились сообщения, что вроде бы как эти вот операторы уже принимали участие в бою, и вроде какие-то там шахеды сбили. Правда, очень такие туманные сообщения, непонятно до сих пор, где это было, в каком месте и сколько там они сбили. Очень все это неопределенно. Может быть, это вообще не соответствует действительности. Но главная затея Зеленского – поднять свое реноме, международное участие в вот такой международной кооперации в этой войне, все, она опиралась на опыт украинский в применении дронов. И он-то предлагал как раз продажу, то есть купите у нас вот эти дроны вместе с помощью советниками. Вот это как раз и есть тот случай, когда мы точно знаем, что можно и без этого обойтись. Потому что, оказывается, если при ближайшем рассмотрении, когда разобрать все эти дроны и посмотреть, как они стоят, что и украинские дроны, и их конкуренты «Елка», российские дроны, и «Меропс», американские дроны, точно такие же. Все сделаны из китайских комплектующих. Все. То есть Китай это все делает на самом деле. А собрать ты можешь из них в разные конфигурации там чего угодно. Поэтому американцам нет смысла покупать вещи, которые они так легко соберут без всяких украинцев. Незаемный опыт украинский, само применение, тактика, где ставить, как сбивать, там все, вот это ценно. А сами эти железяки для американцев никакого не приносят, не представляют интереса. Я вот в этом смысле сразу вспоминаю знаменитую сцену из «Золотого теленка», где Остап Бендеров встретил со своими товарищами американцев, которые искали рецепт самогона. И они ему сказали: вот это как раз для нас вообще при нашем уровне техники американцев вообще не проблема. Ты нам рецепт дай самогона. А самогонный аппарат вообще не проблем. Вот примерно в таком положении сейчас находится Зеленский. Железяки продать затруднительно, а вот рецепт, строго говоря, то есть опыт свой, это важно. Может продать, да. Вот хотелось бы ответить на целую группу вопросов или там замечаний, которые мы увидели в нашем канале на YouTube. Наши зрители отмечают в связи с предыдущими рассказами о том, как руководство гибло одно за другим иранское, о том, что вы не понимаете национального характера иранцев, что они, у них вот, так сказать, вот жертвенный шахидизм, это в крови, они не боятся смерти, там, и к ним относиться надо по-другому. Ответ простой. Если мы говорим о обычном человеке, солдате и даже офицере, да, абсолютно, мы не спорим, он так и есть. Но если мы говорим о высшем командовании, то там другие законы применяются. Высшая доблесть командира – остаться в живых, потому что от его опыта, таланта и вообще командования зависит судьба всей страны. Ну, сражение как минимум. Да? В связи с этим я просто бы хотел зачитать одну цитату, которая, на мой взгляд, целиком вообще закрывает вот эту проблему. Вот, когда генерал видит доблесть свою в собственной смерти. Это случай, произошедший с маршалом Клементием Ворошиловым, командующим Ленинградским фронтом в 1941 году, когда он приехал с проверкой на фронт. Цитирую по воспоминаниям начальника отдела штаба 1-й бригады морской пехоты Жигарева. Примерно в 13 часов в бригаду приехал командующий фронтом маршал
Климент Ефремович Ворошилов и заявил, что лично сам поведет моряков в атаку. И эта весть вызвала подъем духа среди воинов. Ворошилов произнес короткую речь. Он сказал: товарищи, отступать дальше некуда. Здесь мы умрем и победим. Он вынул из кобуры пистолет и скомандовал: в атаку вперед. И пошел в атаку на противника. За ним побежали все морские пехотинцы. После этого случая Климента Ефремовича сняли с его постов со всех и отправили в Москву заведовать партизанским движением. Так он, в общем, всю войну и прошел командующим штабом партизанского движения. Тихо, спокойно. Чтобы было совершенно понятно, что он профессионально непригоден. Не может маршал с револьвером идти, значит, в атаку впереди своих бойцов. Это не 1812 год. Поэтому вот это правило о том, что штаб должен быть сохранен при любых обстоятельствах, потому что от него зависит все, буквально, распространяется и на исламские армии, и на православные, и на какие угодно, и на атеистические армии, не имеет никакого значения. Потому что профессионализм, он приблизительно, вот сказать, общечеловеческий, да. Мы стали забывать, что был недавно другой потенциальный театр военных действий. Это Гренландия. Трамп всячески угрожал Дании в Европе вообще, что, мол, может там, если захочет, устроить высадку. Судя по тому, что выяснялось из датской прессы, датское правительство-то готовилось серьезно, и они рассчитывали, дать отпор в случае чего. Да, это, кстати говоря, вот сейчас мы почему об этом рассказываем. Это события-то январские были, а просто сейчас опубликовали это. Это вот показывает о том, как настоящие, так сказать, вот, дальновидные политики должны реагировать в случае, вот только еще что-то завязалось, еще никакой войны не начинается еще, но уже предпринимаются определенные меры к тому, чтобы готовиться к войне. И это прямо вот в корне противоречит тому, как Трамп готовился к войне с Ираном. Он не подготовил ни десант, ничего. Оказывается, в Гренландии были высажены датские военнослужащие, которые привезли взрывчатку с собой. И их задачей было взорвать взлетно-посадочные полосы. Там всего их две главных, да, пересечь их таким образом, чтобы не могли сесть тяжелые транспортные самолеты с десантом, чтобы американские военнослужащие не могли высадиться. И туда завезли приличное количество крови для переливания раненым уже. То есть они уже к войне готовят. Дания, вот такая маленькая страна, не побоялась. Да, воевать? Будем воевать. Понимаешь? Молодцы. Вот это просто пример, образец того, как надо себя вести. Потом прошли какие-то времена, и стало это все известно сейчас. Но вот если ты даже возглавляешь самую могучую страну мира, это не значит, что ты не должен голову применять. Голова, она, знаешь, в любом случае необходима. А то можно ведь и проиграть, как Черчилль в Дарданеллах. Вот давно мы не говорили о Кубе, хотя она в американской прессе постоянно на слуху. Во-первых, громкая очень обсуждавшаяся в прессе история с гуманитарной помощью, которую отправили на Кубу, и корабль блогеров всяких там, которые жили в Гаване в пятизвездочном отеле, в то время как весь остальной город без света сидел. Вот. К Кубе плывет российский корабль. Это танкер, который везет 700 тысяч галлонов дизельного топлива на Кубу. Принадлежит России под российским флагом. То есть тут уже никакой не теневой флот, а прям самый что ни за есть настоящий. Анатолий Колодкин он называется. Его легко отследить во всех сервисах. И он сейчас, видимо, транспондер отключил, потому что он считает вот по Marine Traffic, что он где-то посередине Атлантики. Хотя на самом деле, по сообщениям американской прессы, ему осталось 2 дня, чтобы дойти до Кубы. А это он сейчас должен, по идее, уже упереться в американский флот. Его должны останавливать. Они же объявили блокаду. Это будет совсем другой уровень противостояния. Если на нем вот сейчас высадится десант
американский, если Анатолия Калуткина захватят, ну, это совсем другой конфликт. Понимаешь, в чем все дело? Россия, когда рассматривала, каким мерам может противостоять вот этим всем захватам танкеров, они приняли документы на Совете Безопасности, в том числе, ну, с подачи Патрушева, который там всеми морскими делами сейчас верховодит, о том, что на кораблях под российским флагом имеют право размещать антитеррористические группы, вооруженные и так далее. И мы не знаем, там на этом танкере сидят российские бойцы или не сидят. Если вертолет американский начнет снижаться, а что будет, если они в него выстрелят из ПЗРК? И он просто рухнет, и люди погибнут, американские военнослужащие. Все, это вот совсем другое. Хотя вроде бы это не боевой корабль, да? Но танкер, допустим, с прикрытием группы защиты. Вот, поэтому следим внимательно. Это прям может сейчас вспыхнуть еще один очаг, очень тяжелый очаг военной напряженности в мире. Помимо всего, что уже и так есть. У нас был выпуск недавно, в котором ты рассказывал о разных способах, как можно подавать интернет, в том числе на фронт. Аэростаты, вот эти вот гигантские же воздушные шары, высоколетящие самолеты, которые раздают интернет. И вот спутники. Спутники бюро 1440. И сейчас, наконец-то, эти спутники были запущены. Их всего 16 штук. По сравнению со Старлинком это, конечно, капля в море. Но, по крайней мере, это... ну, свое собственное, что можно развивать. То есть... Да, не зависеть от других, да. Всегда с чего-то надо начинать. Ну, самое общее соображение. Вот эту идею создать свою спутниковую группировку для космического интернета, ее продвигали и пытались реализовать много лет. И все это делал этот монстр, государственные космические конторы, все эти всевозможные тяжеловесные, которые денег потрачено и времени, ну, немеренное количество. И вот это теперь дали частнику. Бюро 1440, оно связано самым непосредственным образом с мегафоном. И вот это гражданское, не военное, так сказать, нормальное, молодые ребята, там, талантливые, амбициозные, которые хотят доказать, что у них тоже может получиться то, что у американцев. А у них получилось. Там есть очень высокие технологии. Например, межспутниковая связь. Когда два спутника висят на своих орбитах, и один другому сообщает с помощью лазерного луча информацию, не опуская ее на Землю, прямо в космосе. А тот другому лазерными лучами из спутника в спутник попасть. Представляешь? Это супер, это писк вообще. У Маска это есть, у Илона Маска. И вот за это можно гордиться вот такими вещами. Это далеко не в каждой стране есть. Значит, что касается их специализации. Это ни в коем случае нельзя сравнивать с Илоном Маском. Это конкуренты OneWeb. OneWeb – это компания, которая с Россией совместно хотела то же самое делать, выпускать. Они на более высоких орбитах располагают спутники. А чем выше орбита, тем больше Земли площадь ты можешь захватить. И спутников меньше уже нужно для этого. Значит, у них гораздо меньше спутников. Но сигнал из-за того, что ты поднялся высоко, слабеет. Значит, поэтому количество спутников меньше. И продавать этот сигнал на приемный терминал где-то 15 килограмм весом будут организации. Не частным лицам, а организациям. Там железные дороги, аэрофлота, самолеты будут ставить и так далее. Ну, конечно, армия. Однозначно. Но для того, чтобы это заработало все, до конца 2027 года они должны повесить 282 спутника. Сейчас только 16 первые. Вопрос в том, как быстро это можно масштабировать. Сумеет ли, получится ли. Вперед смотрим. Но тут еще надо добавить обязательно одну вещь. Мы не знаем, вот это спутник, первые 16 штук, они сейчас на нижнюю орбиту вышли, а сейчас они расползаются по своим уже орбитам, где они там должны закрепиться, и там постоянно мы еще не знаем, они заработают или не заработают. Подождем сообщения компании. Но в принципе, несомненно, большой успех. И через пару лет, если все пойдет так, как они обещают, да, у России появится свой спутниковый интернет современный.
Ну, на этом у нас все. Спасибо, что посмотрели. Спасибо вам и призываю, как всегда, подписываться на наш канал, всех, кто этого еще не сделал. А для тех, кто хотел бы услышать ответы на свои вопросы, рекомендую зайти на Boosty, посмотреть, как там все устроено. Раз в неделю мы отвечаем на ваши вопросы. И, кстати говоря, все, что вы там видите, и в том числе наши выпуски, там идут без рекламы. Ну и телеграм-канал, подписывайтесь. Там каждый день новый пост. Все, всем пока. До свидания, всего хорошего.